курятнике такая грязюка. Прошел очень сильный ливень. И я все равно решила снимать, потому что тот, кто хочет завести кур, он должен видеть, как все будет у него в курятнике после дождя. То есть, возможно, кому-то пригодится и такой опыт. Я на своем канале показываю вам все как есть. Вот захожу в курятник и показываю. Поэтому решила все-таки снять и все рассказывать вам. Как я борюсь с вот такой грязью. Вот можете увидеть, что уже здесь есть листья. Я привожу осыпавшиеся листья и все высыпаю в курятнике. Но так как у нас еще морозов особо не было, еще листья все на деревьях, листьев мало. Вот все, что я смогла под шелковицей сгребти, я привезла. Но еще есть и такой метод. Можно в курятнике вот эту подстилку, которая под насестами, солома, я тоже, бывает, такое делаю. Всю эту подстилку я выгребаю и хотя бы разбрасываю перед входом в курятник, чтобы пока курица дойдет до гнезда, она немножко очистит лапы. То есть перед входом в курятник я насыпаю вот эту подстилку. А в курятник, естественно, приношу свежую и чистую. То есть я эту подстилку с курятника не на навозную кучу вывожу, а вот прямо здесь вот засыпаю. Это делаю только вот в такие ливни. Вот когда вот так сильно-сильно залило, что, ну, и самим даже ухаживать, ходить в курятнике не очень приятно. Вот такая грязь. Вот так выглядят мои красавицы после дождика. Вот. И суть моего канала в том, что я показываю все как есть. Возможно, кто-то хочет держать кур, но когда увидит вот такую грязь, и это занятие их остановит. Поэтому все как есть. Сегодня грязь, значит, снимаем курятник в таком состоянии. Когда я приезжаю, первым делом я проверяю бункерную кормушку на наличие зерна. Открываю аккуратно, потому что со второй стороны крышка может птичку поранить. Вот так вот. Как видите, зерно еще есть, зерносмесь. Вот. И сегодня я еще курочкам купила семечку подсолнуха. Это очень-очень вкусно, во-первых, для курочки. И во-вторых, это семечко подсолнуха способствует яйценоскости. От семечки подсолнуха очень хорошо несутся куры. И у меня есть видео, где я показывала состав своей зерносмеси. Это у меня кукуруза битая, пшеница и семечко подсолнуха. Но так как она, подсолнуха семечко очень дорогая, поэтому я ее не всегда добавляю. Ну вот сегодня я... вы сверх наглости. Не всегда я ее добавляю. А вот сегодня купила и обязательно ее добавлю курочкам. Так, все, пользуются моей добротой, пока я вам рассказываю. Выходите. Все, хватит. Давай. Кыш. Выходим. Вот у нее мокрые ноги. Зерно, мокрые ноги. Зерно налипло. И, естественно, она сейчас будет выходить отсюда с зерном на ногах. Вот. Так, все. Аккуратно закрываю. Значит, зерносмесь у меня есть. Она насыпана мною неделю назад.
и я вижу, что проверила, зерно еще есть, и в этот мой приезд я могу зерносмесь не добавлять. До остатков со стола я даже покажу, что здесь. Это вермишель, это рис. И при изготовлении салата очистки картошки, морковки и скорлупа яиц, вареных яиц. Но сразу хочу предостеречь тех, у кого нет гнезд с яйцеприемниками. Не давайте скорлупу яиц, потому что вы научите своих кур есть яйца. Я смело даю, потому что у меня есть гнезда с яйцеприемником, и мои куры не могут достать эти яйца съесть. Вот, потому что когда у меня не было этих гнезд, я таким образом на своем опыте вам рассказываю. Я давала скорлупу яиц и научила кур есть яйца. И у меня куры ели все свои яйца. Поэтому теперь я могу смело давать. Вот, это вермишель, это рис, вот остаток. Все. Вот это остатки со стола я даю. Никакого мяса и рыбу я курочкам своим не даю. Вот у меня куры едят то, что я показываю на своих видео. Зерносмесь и остатки со стола, плюс разные овощи. Привезла курочкам дрожжи дать. А сухого места, к сожалению, нет в вольере. Везде грязь. Поэтому буду дрожжи давать им прямо в миску. Зачем я даю дрожжи? Дрожжи это для витаминов и микроэлементов, необходимых для здоровья курицы. Вот так. Отойди, я буду всем давать. Всем давайте. Это очень много витаминов. Значит, если курочка заболела, то, возможно, одной из причин может быть нехватка была витаминов. Чтобы пополнить запас витаминов, всего лишь необходимо дать дрожжи. Вот и все. Вот и весь секрет. Оказывается, бывает, курочка заболела, а если бы дать им дрожжи до этого, она, возможно, бы и не заболела. То есть у нее был бы иммунитет, и она бы поборола эту болезнь какую-нибудь там. Вот. Дрожжи я даю 1 100-граммовую пачку раз в 2 недели. Этого достаточно раз в неделю. Это недорого. Это по сравнению с вот этими добавками, которые люди покупают и тратят бешеные деньги, кормовые добавки для кур покупают, то пачечка дрожжей это стоит копейки. И это можно раз в 2 недели дать. Что я хотела сказать по поводу вот такой грязи в курятнике. Вот когда такая грязь, я не даю ни буряк, ни картошку не варю, ни капусту, ничего. То есть куры будут ходить по этой картошке лапами, по грязи лапами, и лучше подождать. Все подсохнет в вольере, будет такой период через пару дней, и тогда я варю картошку, тру буряк и так далее. Вот когда вот такая грязь, я стараюсь картошку не варить, и овощи я им не даю в такую грязь. Вот как раз я купила сегодня семечку подсолнуха. Я им сейчас ее дам, и это заменит им овощи.
Сейчас идет уборочная подсолнечника. Можно запастись этим волшебным продуктом для кур, который способствует хорошей яйценоскости. Вот. Пока у меня его не было. Вот. Видите, у меня без него. И сейчас будет тут кипиш. Сейчас я это все перемешаю. Но пока прикрою от них, потому что они сейчас будут... И насыплю им сюда. И увидите, что будет твориться. Вот, смотрите. Вот, что делает семечко подсолнуха. Вот. Несмотря на то, что грязно, я показываю все как есть. Ничего не собираюсь приукрашивать, ничего не собираюсь марафетить. Все как есть, так все вам и показываю. Вот привезла семечку, дала. Привезла отходы со стола, показала вам. По моим видео можно просмотреть весь цикл кормления, весь цикл сбора яиц. Все, что делаю я в курятнике, все показываю. Даже показываю, как чищу курятники. Ну, не всегда показываю. Бывает, без камеры это делаю. Просто потому, что некогда. Да, просто потому, что надо быстро сделать, и некогда даже включить камеру. Вот. Ну и теперь вот этой курочке пошили попону. И сейчас я ей буду ее одевать, спасать ее хвостик и спину. Вот такие две красивые попоны пошили. Вот, смотрите. Вот так, как я говорила, с удлиненным хвостиком, чтобы закрыть хвост. А все остальные размеры сохранены. Ткань очень похожа на ту, которая была промышленного изготовления. Вот. Очень важно, чтобы здесь была выбрана ткань, которая после дождя и быстро высохнет. Потому что если после дождика курица будет ходить долго в мокром, это может сказаться на ее здоровье. Вот. Ну и все. И теперь мне предстоит словить эту курочку, на которую нужно одеть попону. Такая у нас курица, грязнючая. Так, тебе кофточка приехала новая. Стой. Так. Одеваем одно крылышко. Так. Я уже вижу, что отлично. Размер прекрасный на нее. Так, все безболезненно проверяю, чтобы все было хорошо здесь у нее одето. Стой, стой. Да, там над перьями. Вот здесь все, чтобы не было ни перекрученного нигде ничего. Все, стой, я еще тебе не сказала, что можно идти. Подожди, я еще должна хорошо посмотреть, как тут все закрыто. Вот то, что я хотела. Хвостик закрыт. И вот таким образом он будет быстрее. Большое спасибо, кто мне подсказал вставить по центру здесь какой-то прутик. Это я, скорее всего, сделаю в следующих попонах. Просто когда подсказали, уже были попоны готовы. Вот, очень большое спасибо за то, что вы советуете, все подсказываете. Вот, как раз хвостик закрыт. Прекрасно. Все, дорогая. И будешь ты самая красивая курочка у меня, да? Самая красивая будешь. Все, иди. Конечно, надо привыкнуть сначала к ней. За день, за два привыкнет. Нарядилась? Она даже чувствует себя королевой. Посмотри, Да. она даже подняла голову, такая ходит. Самое главное. Как будто она с ней родилась. Да, особо не страдает. Очень красиво смотрится.
Здравствуйте, Петя. Знал, он И её зато не он знал. не подрал ей спину. Спина защищена. Да. Все отлично. Смотри, второй номер. Начинать копать. Прибегают все куры. Все прибегают на червяки. И она прибежала. Да, теперь надо, главное, вовремя бросить лопату и схватить курицу. Вот так. Сейчас она потеряет бдительность. Обрати внимание, она все-таки стрёмная. Да. Она поняла, что за ней охотятся. Да. Она с опаской ходит. Сейчас. Так, кладем лопату. Спокойно. Ловим. Есть. Есть. Так. Сейчас будешь красивая. Сейчас будешь красивая. Ой, какой ветер. Еще и теплее тебе будет. Сразу 2 зайца словим. И тепло будет, и спина отрастет. О, длинное какой перо. Ого. Так, проверяем, чтобы все перья были. Все. А ну покажи, покажи, с той кушай стороны. червяки. Заправила вот тут. Вот. Да. Так мы ставим ее и еще проверяем. Все, иди. Ой, Все, нормально. как пуля. Где она? Вот. Красавица. Все. Людей теперь хоть не будешь шокировать. И тепленько ей будет в спинку. И отрастут перья быстрее. А я пойду пока почищу у них курятник. Ничего, чистенько все выгребла. Так, это одно ведро. Сейчас до ночи чистить. И второе ведро. Молодец, Маран. Вот уже как кукарекает. Петушки сидят у меня в перечной теплице. Как видите, я здесь немножко убрала несколько рядов перцев. Вот, убрала несколько рядов перцев для того, чтобы петушкам было посвободнее просто ходить здесь. Чтобы им больше было места. И гребтись, заниматься своими делами. Вот они как разгребли пшеницу.
Это все, знаете, что они сделали? Они выбирали кукурузу. И в зерносмеси осталась одна пшеница. Вот такие петушки в таком возрасте очень любят кукурузу. Вот так вот я им убрала. И на это место, где были эти ряды, я поставила свободно этот насест. Вот так им будет поспокойнее здесь, посвободней. Есть чем заниматься. Гребтись. Петушки уже подрастают. Смотрите, какие красивые. Самое главное, что они здесь не дерутся. Вот это самое главное. В этих петушках намешаны очень много разных пород. Вот так они хорошо подрастают. Между прочим, они очень хорошо едят листья перцев. Смотрите, нижние листья все съедены. Ну, теперь им есть чем заниматься. Гребтись. Собирать всяких жучков, паучков, червячков. Это, кстати, очень хорошо. После сбора урожая в конце сезона поселить теплицу петушков. Это еще вам помогает уберечь теплицу. То есть в конце сезона собрать здесь всех вредителей. И потом вам не нужно будет обрабатывать химикатами теплицу. Все, что здесь ползает и движется, будет собрано этими петушками. Вот так выглядит попона на курочке уже на второй день. Полностью закрывает хвостик. Даже имитирует как бы хвостик у курочки. Смотрите, как красиво. Все, и за пару недель отрастет у нее полностью все на спинке. Все красиво лежит, держится. Вот так вот. Сейчас поближе покажу. Вот так, видите? И пошла курочка нестись. Она идет в гнездо. А вот как раз и вторая курочка, на которую мы одели новую попону. Тоже все красиво, закрывает всю спинку и хвостик. То, что я и хотела. Цыплятам поставила зерносмесь. Пшеница, кукуруза и семечко подсолнуха. Пшеница целая, кукуруза битая и целая семечко подсолнуха. Она меленькая. Вот так вот. Но у цыплят еще есть комбикорм. Конечно, когда цыплята подрастают, они уже хотят есть зерно. Уже комбикорм они не очень хотят есть. Поэтому вот так вот уже начинаю давать им зерносмесь. Этим цыплятам 2,5 месяца. Такие уже округлились, красивые стали. Уже такие взрослые. А здесь у нас были бройлеры. А теперь открыла я это пространство для маранов. И они теперь могут сидеть на насестах. У тебя такая же зерносмесь. Прибежал через решетку
смотрит, что у них есть такое, чего у него нет. Точно такая зерносмесь здесь есть. И вот так вот у маранов теперь появилось еще одно дополнительное помещение. Забежал все остальные мараны и шелковые на улице. Вот вам их всех покажу. Все выбежали. У них довольно свободный большой выгул. Вот так вот живут у нас мараны. И китайская шелковая. А вот смотрите, это чужой кот. Один из многих, кто приходит кушать корм, который я оставляю своим кошкам. Это соседские коты со всего села. Я однажды насчитала 9 котов, чужих котов, которые едят корм, который я привожу. У меня коты не голодные. Я оставляю достаточно много корма из расчета, что придут еще чужие коты кушать. У кого есть куры, проблемы с утилизацией листьев под деревьями никаких нет. Я сгребаю эти листья. Конечно, еще не все осыпались. И отвожу их в курятник. И вот так, где грязно очень, где большие лужи, все эти листья помогут вам утилизировать. Эти листья не нужно ни полить, ни прикапывать. И вместе с тем будет польза. И еще они там выбирают всяких жучков, паучков. Все, что спряталось на зиму из вредителей. Вот так. Кстати, когда меня спрашивают, сколько у вас кур, вы вообще можете поставить видео на стоп-кадр и посчитать. Это легко и просто сделать. Я всегда показываю вам всех кур, которые у меня есть. Вот так вот, если вы сомневаетесь, несутся у вас куры или нет, если вы слышите вот этот звук, значит, ваши куры несутся точно. И ищите яйца. Такой красивый петушок шелковый, я просто балдею от него. Смотрите, какой хвост у него красивый. Он такой прямо мощный. Вот очень много тут всего. Прям мочалка целая. Такие перья красивые. Ну, это красота в хозяйстве. Это петушок шелковый. Вот такой красивый. А мы сейчас что делаем? Я периодически, даже вот я не вижу ни одной бложки, ничего не вижу. Но я все равно купила Эктосан пудру. Для профилактики. Для профилактики обрабатываю от пуха пероеда. Обязательно. Потому что я могу прозевать просто. Поэтому я вот для профилактики загривок, под крылышками, вот я уже сделала. Здесь уже вот обработала. Обязательно. Потому что лучше профилактически, чем потом лечить, потом все прыскать. Потому что вот такая красота. Ну, это просто невероятный петушок. Я всегда периодически, ну, раз в месяц обязательно это делаю. Обрабатываю. Потому что очень многие пишут, завелся клей, что делать? Эта пудра бывает разная. Эктосан, инсектал. В общем, заходите в ветаптеку и спрашиваете от пуха пероеда пудра.
любую берете и обрабатываете кур. Бывает, даже курица не несется, а причина не в том, что вы неправильно кормите, а в том, что у нее есть бложка. Она курицу беспокоит, и курица перестает нестись. Это петушок. И вот у нас такая еще есть красавица. Смотри. Смотри на эту принцессу. Ой, ой. Боже, какая же она нежная. Да, я потрогаю. Мягенькая. Хвост у нее вот такой красивый. Просто вот берешь, такая красота. Вот. Это курочка антистресс. Такая она красивая. И причем у нас идут дожди, мокро-грязно. Она вся чистая. Представляете, какая она чистоплотная. Это она приходит вечером и чистит перышки. Ушки голубые. Смотри, какие ушки у нее. Голубенькие. Красоточка. А может покрытый каждый? Кожа у нее черная. Интересная. Смотри, видишь, какая у нее кожа? Черного цвета. Вот. Вот тут лапки видно. Хорошо. Хорошо видно лапки. 1, 2, 3, 4, 5 пальчиков. Вот. Капец. Это особенность этой породы. Подожди, я тебя сейчас обработаю, чтобы ты у нас такая красивая была все время. Даже не видно пудру. Вот так пудрю хорошо. Под одним крылышком, под вторым. Чтобы никакая гадость у нас тут не завелась. И под хвостиком. Стой. И под хвостиком. Вот так. Все. Вот такая красоточка у нас. Вот такая. И шапочка у нас вот такая красивая. Ну просто девочка. Такая красивая. Мягенькая. А сейчас пойдешь гулять. Ну, все, не переживай. Иди к своим ребятам. Давай. Вот так. Ой, выдрали и перья даже немножко. Сейчас потрусится. Принцесса. Ставлю емкость какую-то под низ. И у меня мочалка. Вот просто обычная старая мочалка. Придерживаю снизу чашку. Для того, чтобы ее, конечно, не отломать. И вот так мочалочкой хорошо моется это дело. Все. Вот так раз. И чистенько. Так я стараюсь часто делать, потому что с клюва это вымывается остатки пищи и водичка закисает там. Вот так. Ну и всякая трава попадает тоже. Вода набралась чисто, иду к следующим чашкам. Не бойтесь. Ну и, конечно, как вы понимаете, петухов марана у меня очень много. И я считаю, что отправлять петухов марана в суп – это преступление. Поэтому себе я оставлю 2 петушка,
А остальные петушки потихонечку, постепенно будут переезжать в другие хозяйства. Сегодня уезжает один из петушков. И так постепенно я отдам лишних петушков. Себе оставлю, конечно же, 2. Обязательно оставлю себе таких красавцев. Пришла в курятник собрать яйца. Так, смотрю в подстилке, нет ли яиц. Вроде бы нету. А вот курица кричит, это она или уже снеслась, или еще будет нестись. О! Так, смотрим. Видите, какие у нас яйца? Ага, смотрите. То, что я вам говорила. В этом гнезде у нас сидит квочка. Смотрите. Видите? И она, естественно, всех отгоняет. И яиц, сейчас мы посмотрим. И яиц. Так, курочка, ну-ка отойди. Ну, ты отходишь или будешь сидеть? Ну, давай отходи уже. Заходи в гнездо, заходи в гнездо. Заглядывает, заглядывает. Ну да, я хочу показать. Заходи в гнездо. Есть там кто-то? А, там у нас несется курица, смотрите. Сидит курочка. Так, у нас практически везде. Ой, какие 2 кумушки сидят. Смотрите, красоточки, 2 кумушки. И тут курица сидит. И вот квочка занимает чье-то... Ай! Ну и что кусаешь? И квочка занимает чье-то место. Если сидит квочка, она занимает целую ячейку. И в этом месте яиц, смотрите, нету. Естественно, когда курица хочет снестись, она заходит в гнездо. Там сидит курица, и она и прогоняет другую курицу. Сейчас мы эту курицу посадим в другое гнездо. Давай, иди сюда, иди. Иди. Не хочешь? Давай. Вот сюда. Наверх посажу ее сейчас. Заходи сюда, заходи. Заходи, 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 здесь сиди. Все. Все, спряталась. И сейчас вам покажу. Вот теперь смотрите. Вот. Вот какие 3 красивые пирамидки. Лежат напротив каждого гнезда. А напротив этого гнезда яиц нет. Сидит у нас там квочка. Спасибо моим зрителям. Мне подсказали, что эту квочку можно отсадить в теплицу к петушкам. И я очень благодарна за ваши советы. А я подумала, что, к петушкам, возможно, они будут ее обижать. Может быть, она будет петушков обижать. И я придумала кое-что другое. Я эту курицу, квочку, отсажу в помидорную теплицу. У меня же есть еще одна теплица. Поставлю ей туда воду, еду, и она быстрее начнет нестись. Поэтому сейчас собираем яйца и сделаем такую небольшую процедуру. Потому что все-таки туда бы какая-то курица неслась, а она будет нестись в подстилку. Из-за того, что сейчас придет, сейчас будет у нас прыжок с трамплина. Главное не на яйца прыгнуть. Вот такая у нас в полете будет сейчас голошейка. Это очень хорошая порода кур.
Она очень хорошо несется и даже зимой в мороз. Яйцо у нее очень хорошее, крупное, красивое. Так, снеслась курочка. Вот молодец. Так, а ну смотрим, давайте посмотрим, какое яйцо она снесла. Так, ага, оно уже скатилось. Уже яйцо в яйцеприемнике от этой курочки. Вот так вот курица выходит с гнезда и всем хвалится, что она снесла яйцо. И пошла гулять себе. Опа! Все. И смотрите, она сразу идет кушать. Сразу, как только курочка сносит яйцо, она сразу бежит кушать. Так, и сверху наша голошейка спрыгнула. Тоже пошла кушать. Возможно, тоже она снеслась. Как вариант. Все, наконец-то тишина у нас здесь. И будем собирать яйца. Так, и я даже могу открыть эти яйцеприемники и собрать их. Вот такое количество яиц у нас. И спокойно можно собрать. Так. И сейчас в любой момент может какая-то курочка снестись. Вот, видите, на помете, на мусоре, вот здесь в уголочке, если бы вот этой кучки не было, яичко бы с ней скатилось. Вот. И видите, у меня получается, что в этом гнезде уже вот такая пирамида, которая вот уже предел и начинается гнездо. За счет того, что у нас это гнездо не работало. То есть вот эти 4 гнезда вполне достаточны для количества моих кур и для количества дней, которые я здесь отсутствую. Но вот уже предел. Так. Собираем яйца. Для новых зрителей. Ой, какое горячее! Вот оно. Вот яйцо той курочки, которая только что вышла. Горячее, просто тепленькое. Так, для тех зрителей, кто не знаком с моим каналом, я всегда рассказываю, что у меня курочки живут на даче сами. И я приезжаю к ним раз в несколько дней. Это количество дней бывает разное. Бывает и 3 дня, бывает и 4 дня. И бывает даже 5 дней. Так, по-моему, кто-то снес яйцо, или мне показалось. Но что-то я слышала похожее. Так, будем продолжать собирать. И, возможно, сейчас даже выпадет очень даже свежее яйцо. Так. И вот сейчас, когда мы уже убрали бройлеров, это количество дней моего отсутствия может теперь увеличиваться. То есть мои бункерные кормушки позволяют мне больше насыпать зерна и приехать раз в 5 дней. И даже больше при необходимости. Так, собираем яйца. Вот такие все они красивенные. Молодцы мои курочки. Вот эта курица точно хочет нестись. Она, когда я зашла, и вот это хочет снестись. Видите, она опять прыгнула в гнездо. Сейчас мы заберем квочку в теплицу, отнесем. И освободим ей одно гнездо. И это хочет. Идите в верхние гнезда, барышня.
Верхние гнезда свободны. Вот так вот все 4 гнезда заняты. Ну и все. Яйца я собрала. Теперь я все это тряпочкой выметаю, этот мусор. И все. Гнезда готовы к принятию яиц в следующий раз. Так, выходим. Давай, мне же надо закрыть гнезда. Давай. Так, закрываем гнезда. Здесь у меня вот такой фиксатор сверху. Нет, все, спрыгивай. Спрыгивай, только не в ведро с яйцами. Ну и куда ты пригинаешься? Нет, никак. Давай, выходи. Я же тебя в гнезда посадила. Вот сюда, давай, садись. Так. И чуть не забыла, у нас же есть еще верхние гнезда. Совсем про них забыла. Так, сейчас мы здесь проверим. О, смотрите, тут уже 5 яиц. Класс. В верхних гнездах уже 5 яиц. У меня верхние гнезда немножко другой модификации. Я сейчас вам покажу, как устроены мои верхние гнезда. Вот здесь, смотрите, вот такая дырка. И просто вокруг линолеум. И с боков небольшая горочка, которая ведет к этой дырке. Курица заходит, садится там и спокойно несет яйца. Вот, можете заметить, яиц уже стало больше. Это я тоже заметила. Вот так вот. Смотрите, сколько уже яиц. Класс. Так, теперь будем убирать тебя и отсюда, да? О, молодец. Молодец. Теперь я буду задвигать эти гнезда вместе с курицей. Главное, чтобы ей там лапки не прищемить. Вот. Все. Все отлично. Собрали ведро яиц. И куры продолжают нестись. А мы сейчас с вами занимаемся квочкой. Но сначала я отнесу яйца. И приду за квочкой. Все, молодцы курочки. Снесли нам вот столько яиц. Вот такие устомки еще у нас в конце октября. Жалко просто, потому что я сюда запущу курицу. Она здесь все разгребет и устому разгребет. Поэтому вот обрезали цветочки. Вот такие красивые. Пупиночка розовенькая. И пытаюсь что-то сохранить на зиму. Естественно, обрезалось все. И вот так в вазон я пересаживаю. Конечно, все сохранить невозможно, потому что места нет. Ну вот, хотя бы немножко пересажу. Вот так. А в доме они на подоконнике еще порастут. Так. К сожалению, опять у нас нет электричества. Это вот такая проблема у нас сейчас, веерное отключение электричества. Поэтому немножко куры страдают из-за этого. Потому что я за освещение в курятнике круглосуточное. Ну вот нету света, и это все скажется на яйценоскости. Однозначно скажется. А я пришла за квочкой. Пойдем, барышня, освобождай гнездо. Тут хотят другие курочки сидеть. Так, спинку пригинай. Вот она, моя красотулька. Как определить, что курица квочка? Садите ее. Она, смотрите, распушается, становится круглая. Видите?
И она никуда не убегает. Все, она вот такая вот и кокает, кокает. Вот, это самая настоящая квочка. Курица по природе это птица. Она чувствует природу. Мы можем сделать вывод, что если курица в конце октября хочет быть наседкой, значит зима у нас будет, ребята, теплая. Идем в теплицу. Я ее отсажу в помидорную теплицу. Смотри, смотри, какая у тебя будет рядом клумба красивая. Смотри, как красиво тебе будет здесь. А ну, смотри, травка есть и помидорчики. Давай, 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 давай. Есть у нее зерносмесь, там пшеница с кукурузой. Есть у нее вода. Вот. Хоть поест. Все. Посидела все время в гнезде. Она приняла свое жилье, начала кушать, значит, все будет здесь прекрасно. Здесь есть помидоры, трава. Отлично. Да, нам надо яйца скоро. А то она сидит у нас в гнезде уже месяц, и яиц мы естественно, не видим. Смотрите, как она помидор кушает. Нашла. Конечно, это лакомство для кур. А теперь она здесь посидит, и через неделю она начнет нестись. И будет еще плюс яйцо в наше ведро. Вкусный помидор. Я же сама захотела. И закрываю теплицу на пару. Научишь ее нести яйца. Хватит сидеть в гнезде. Пусть несется. Твоя задача научить ее нестись. Понял? Так. Ждет невеста тебя здесь. Букет будешь брать? Букет берешь ей? Смотри, какие цветы красивые. Как ты красивый. Смотри, какой. Ну, становись на ножки. Не, боишься? А такой, ты знаешь, тяжеленький. Смотри. Невеста, смотри, с какой грудью. 5-й размер, смотри. Грудь какая. Пойдет? Давай. Вот и все. Все, молодцы. Вот и пара. Разберетесь. Молодцы. Все. Несу вам кровать. Со всеми удобствами. С 2 ярусами. Так, вот здесь где-то я ее сейчас поставлю. Так. А вот так вот. О, смотрите. Главное, чтобы она была устойчивая. Это стоечка. Через неделю нестись будет. Они друг друга знают, они с одного вольера. Да, вроде как забывается, ходит себе, клюет. Я очень люблю садить кур в конце сезона в теплицу, потому что они здесь соберут мне всех вредителей, всех гусениц, жучков, всех червячков, которые вредители, едят листья помидоров, перцев. Вот они мне здесь все это сейчас соберут. Я очень люблю вот так в конце сезона посадить сюда кур. И это очень хорошая была идея. Не успела я вынести отсюда квочку, как у нас, смотрите, уже гнездо работает. Видите? Вот. Вот какая красота. Вот. Надо было мне уже давно это сделать. Ну, хотя у меня в помидорной теплице еще было очень много помидоров. И теперь у нас яйцеприемники будут все заполнены. Вот уже даже 2 яйца есть, смотрите. Пока мы с вами ходили, носили курицу. Уже и есть яйца. А я еще гнезда не почистила. Сейчас буду этим заниматься.
Вот такие красивые яйца. И сидит 4 курицы, еще как минимум 4 яйца в наше ведро. И вот смотрите, курица сидит, вот она тоже сейчас снесется. И если я не заберу ее яйцо, то это яйцо заберет кошка. Мне никто не подсказывает пойти забрать яйца голубые. Я уже совсем забыла. И никто мне не подсказывает. Чего вы не зовете меня за яйцами, а? Давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. Так. Ну, есть яйца у вас? Так, здесь у нас нету. Ой, ой, как страшно, как страшно. Ты же меня знаешь хорошо. Что ты меня боишься? Так, здесь у нас вроде бы нету. А тут сидит курица, и не хочу я ее спугнуть. Но вижу, что есть голубое яйцо. Смотрите. И вы видите это яйцо? Вон оно лежит. Давайте его заберем с яйцеприемника. Ага. И она тоже хочет прятаться. Прячется от нас. Давайте мы уйдем и заберем яйцо как положено с яйцеприемника. Это значит вот здесь, с другой стороны этого домика, нужно обойти и открыть. И вот так вот забрать яйцо. Вот, есть одно голубое яйцо. Но почему-то одно. Ладно. Одно так одно. Зато хоть есть, а не съела его кошка. Вот она. Видите, выскочила с курятника, которая сидела под гнездами. И пойдемте сейчас посмотрим. Вот она сообщает. Сейчас мы пойдем посмотрим. Не охраняй, не надо уже охранять яйцо. А ну-ка. И теперь посмотрим. Ага. Вот и яйцо. Вот и яйцо. Снесла эта курочка, которая здесь сидела. И вот так, когда меня нет, сюда приходит кошка наша и забирает это яйцо. И вместе с котенком они съедают все яйца, которые несут куры в подстилку. И теперь, смотрите, и теперь это гнездо уже работает. Вот. Вот это яйцо, вот этой курочки. Вот. А когда сидела курица, квочка, она никого не пускала в это гнездо. И теперь я знаю, что в подстилку несется вот эта курочка. Вот кто несет в подстилку. Или вот так бывает. Почему бы кошке не прийти, не забрать? Вот так. Теплая, горячая прямо. Вот так посреди вольера у нас. Вот
красоточка сидит. Ну ладно, несись, несись. Смотри, вот такие. Вот такие нам надо. Видишь? Вот такие неси. Большие и вкусные. Хорошо?